Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, KOTOR, и я приветствую вас на своем канале KPlaying. И сегодня мы начинаем прохождение игры под названием Star Wars Knights of the Old Republic The Sith Lords. Да, это вторая часть Рыцарей Старой Республики. Как вы могли это сами понять. Я же говорил, что, в принципе, скоро к ней и приступим. Вот, пожалуйста. Играть мы будем за джедая-защитника. Насколько я помню, у этого персонажа нет особого канона. Ну, нет, он как бы есть, но, честно, я не очень сильно с ним знаком. Вот, и будем мы... Так, допустим... Нам тоже пригодится. Ну да, в принципе. Так. Взрывчатку, убеждение. Ну, в принципе, будем качать убеждение, лечение и взрывчатку. Окей. Да, и джедай-защитник, он как бы относится к воину в большей степени. Как раз таки мы и будем за него играть, как я уже сказал. И здесь у нас мы будем прокачивать совершенно другой вид оружия. Не так, как в предыдущей части, но тем не менее. Так. Нет, мне нужно к убеждениям больше имя. Будем, так сказать, тёзкой Ревана. Ну, что-то типа того. И как и в предыдущей части, здесь никак нельзя записывать кат-сцены, к сожалению. Но я буду кратко их пересказывать. И, по всей видимости, мы на Эббенхоке. Это наш старый дроид Тейн. The Ebon Hawk is adrift in space after a terrible battle. Most of its crew are dead or dying. You lie in the medical room in critical condition. You won't survive long without medical attention. The hyperdrive is damaged. Main power must be restored in order to bring the engines online and dock with the nearby Faragas mining station for much needed repairs. Your fate and that of the Ebon Hawk depend upon T3M4, a lone astromech droid. Return to this location at any time to skip the prologue. Не-не-не, продолжим. Press W. Стой. Да, тут сейчас будет обучалочка, и надо маленько все-таки убавить звук. То слишком громко. Даже где-то вот так вот, я думаю. Не знаю, так нормально должно быть, да. Так, ну, насколько я помню, тут управление немного... Сейчас, секунду. Что я хотел? Где управление? Не то. Нет управления? Ладно. This room contains a plasteel cylinder and the communications console. To target one of these objects, move close. Не, все-таки громко. Даже еще. Закрыть. Да, и как можете сами убедиться, здесь немного другой интерфейс. Да, но так как эта игра не от BioWare, а от студии Obsidian. Да, тоже.
This old woman appears to be dead. Отстань, There's a женщина. key card on the body that looks like it opens the locker somewhere. Ну-ка, ну-ка. Молодец. Да давай. Красава. Да, и как я говорил, здесь во второй части доступно 2 слота экипировки. Можно менять между ними. If you need help exploring the Ebon Hawk, access the map screen by pressing M. This blast О, нет, door там. is... This is the cargo hold. Блин, мелкие Sensor droids леталки. emerge. These droids... Стоять. Блин, уберите обучение. You can equip a weapon from the... Бля. Да я знаю, отстань. Change your target by pressing Q or E, or left click on the object you want. Ну вот, а про Q и E я не знал, кстати. Что цели можно менять. Good work defeating the sensor droids. To continue Да, это combat, хорошо, что они не атаковали. lock on this container is Чего? too difficult to open. You'll need to use a security tunneler to help open. If you encounter a difficult lock, Спасибочки. О. use Угу. the key. Что-то я еще подобрал, не? Ну ладно. Card you found to open the locker. Talking to... Note that further... Отстань. 3 CF... If you... Все, погнали со мной, чувак. 3 CFD is now a member of your party. To change which party member, this lift will take... But you can use this... А, не, статус, подожди, мне не пока рано. This is the engine... This is the garage. Че, стебешься, что ли? Погоди. О, стой. This is the medical room. Ну-ка, это самое. О. Дай мне The аптечку. med pack can stabilize your... Success. You are stabilized. To recover fully, you will require the medical facilities. Угу, красава. Так, стоит, что тут? Та-дам! The main hold. Что отсюда можно? Не. Угу. Так, дуйка. This is the... Угу. This is a work because you... Отвали. Так, а за каким я сюда пришел? This is the store seal. This is the starboard. Мне что-то тут надо. This blast door Так, is отсюда when не the Ebon выйти. Hawk has landed. This is where you will Ну go да, если to- кто не this знает, is это the тот же garage. самый Бангкок. These А, не. А мне что? Мне же ничего нет. Это что? Создать, а, разбирать можно даже так? Броня. Ну, короче, ничего тут, я понял. И за каким я сюда пришел? Ну ладно.
Так, ладно, погнали чинить корабль. Угу. Интересненько. У меня только вопрос. Какому идиоту пришло устанавливать мины на поверхность корабля? Просто так, чисто ради интереса. Don't forget to explore. This is the port side of the bubbles ahead. Отвали. You can use the explosive device in this missile to blow open the engine room door inside the Ebon Hawk. This is the starboard side of the Ebon Hawk. This open hatch has some parts that will be useful for getting main power restored. These exposed... Success. А, вот, теперь, да. Теперь, короче, можно попасть в спальню на каком там правом борту корабля, да? Так, здесь у нас все. Забираем. This busted engine port has some needed parts for the Ebon Hawk Всё, hyperdrive. валим. Take the parts here. You can use... Что-то какой-то слишком умный. Ой, не. This is the main hole. This is the Погнали. garage. This is the starboard dormitory. Так, ключ у меня был от какого-то ящика, нет? Ну, думаю, нет. Так, ладно, тут что, полазим. Посмотрим, что тут можно взорвать, что можно открыть, ничего нельзя, понял. Но это к этому. Вот, еще об этом я говорил, то что здесь можно взорвать двери при помощи мин. This blast door is Погоди, а magnetic. я где-то еще какую-то дверь видел, ну? Интересно. Нет, не это. This Тут is the я cargo был. hold. Тут у нас ничего нет. Ну ладно, This правильно, is the почему? engine room. The starboard engine is badly damaged. Fixing it won't. The port engine is shut down, but if the hyperdrive... How... Success... Only... Ну ладно. Так, от отсюда мы сам не уйдешь. Так, ладно. This is the cockpit. Кокпит. Где второй? Тут они хотя бы ходят быстрее. This is the cockpit. Блять, а начал сохраняться. Подожди, а где я? А, вот же, ж, точно забыл. Где быстрое сохранение? Не в игре смотреться, свободный взгляд. Что за хрень? Настройка мыши. Что-то не то. Ладно, не суть. You can now plot a course to the На пирагус, конечно. show the door to the storage compartment is being sliced. There is someone or something else alive on the Ebon Hawk. Угу, здорово. Да, еще одна катсцена была, где нам показали, как мы причалили в док Пирагуса. Погоди, это же HQ 47, да?
Бля, как же тут быстрое сохранение? О, это я. Да, и если честно, эта игра была, наверное, самая первая из... Точнее, с нее началось мое знакомство с РПГшками, да. И если честно, вот дальше... Чего? Сейчас даже покажу это место дальше, чего я не мог здесь пройти вообще, наверное. Додумался, может, раз с 6-го, даже когда вообще играл в игру. Я вот просто... Вот эта дверь впереди. Просто, да. Я не мог понять, как через нее пройти. И вот в этом-то все дело и было. Тут закрыто, да? Так, погоди, что за хрень? Сейчас, секунду. Так, ладно. Блять, я не могу ходить. Что за блядство? Уйди. Блять, тут всякая хрень. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the KOTOR tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... No. Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially KOTOR, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the KOTOR tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. Miners about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate. Так. Выздоровел, скончался. Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну все, тут вроде ничего не должно быть больше. Блять, я все еще не могу ходить. Да, такая херня бывает, я не знаю, из-за чего нужно. Что ты тут можешь создать? Не, мне пока не надо. Нужно сохраниться и загрузить, блядь. Вот только на что быстро сохраняться я... Что за блядство? Погоди, эскейп не нажимать, что за хуй? Ладно, сохранить. Депаз, пофиг. Загрузить. Окей. Вот, а теперь я могу ходить, да. Но, блядь, быстрое сохранение не помешало бы лучше. Звук, автопауза. Это что? Вот это вот мне нафиг не надо.
Плавающий чисто, смотрит статус. Чуть подсказки. А хотя не, подсказки, наверное, пригодятся. А чё я вырубил, подожди. А, обучающий. Автопауза. Член команды погиб, замечен враг. В принципе, это да, это пригодится. Это не надо, это не надо. Нет, не надо. Графика, звук. Подожди. Раскладка клавиатуры. А, не, мини-игры. Право, лево, движение. Мини-игры. Блять, тут нет ни хера. Быстро сохранение, что за лажа? Раньше же было. Ну ладно. Так, ща... Что я тут хотел? А, да. Или я взял уже? Нет. Тут хотя бы пишет, что в ящике пусто. Сейчас, секунду. Так, поехали дальше. Что у нас здесь? Зашибись. Трупаки живающие. Find what you're looking for amongst the dead. Ты кто? I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Нифига, я тут задаю вопросы. Как ты здесь оказался? I confess I know little more than you do. I do not know where here is. I do recall rescuing you. The Republic ship you were on was attacked, and you were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Я больше не член Ордена Джедая. Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. Это не твое дело. So it would seem. Keep your past and let us focus on the now. Ладно, и как мы отсюда выберемся? I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in must still be in this place. We should recover it and leave. Хочешь объяснить, почему мы так спешим? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us easy prey indeed. Ну ладно, я посмотрю, может тут... Ладно, я пошел. You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Ты как в целом этим сможешь? I'm not offering to help you. I'm not so young as to leap from death's door as quickly as you. Да, конечно, тут перевод не особо. Просто не путайся под ногами. Ладно. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Да. И как вы поняли, в этой части мы будем познавать всю прелесть темной стороны силы. Да-да-да. Так, что у меня там? Так, погнали. Оп. Вот этого я никогда не мог сделать. Просто не знал смысла вот этой всей вещи. Так, это уже лучше. Ну, посмотрим, какой из тебя был джедай. Приветики. Вот опять вот эта вот хрень. Тут, ну иди ты. Я опять не могу. А, во, все могу. Блять, ну что-то просто сохранение, алло, блять, F1, F2, F3, F... Что это было? Сохранение F4, понятно. Опля. Нифига ты это... Первый этими раскручиваешься. До свидания. Готовы. Так, ладно.
Ага. Все-таки мне, конечно, не помешали бы навыки взлома компьютеров и взлома просто чего-нибудь. Ну, можно по старинке. Правда, долговато. Is this thing on? All right, all hands, especially you, KOTOR, listen up, because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is gonna take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. And according to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The three idiots were grouped so close to the charge, it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just KOTOR and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility's gonna be space dust by the time the next Telos freighter arrives. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. I installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt KOTOR or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. I secured the stealth field generator inside one of the footlockers in the security storage room. If I have the specs right, the interface field should be effective against the droid's sensors. All I need to do is equip the belt, and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged. Maybe even turn them against whoever's sabotaging them. Ну, я понял, короче, нас учат, типа, дроидов можно взломать и все такое прочее. О. Ну ладно. Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. Чё ты делаешь? Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead reach out with your perceptions.
Ah, you can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy, that you can feel, echoing outwards. Угу. Отвень. Что происходит? It is the force you feel. It has not been so long. Уже почти 10 лет прошло, я забыл. Do not turn away from it. Come, I shall guide. Фиг с тобой. Да, это надолго. Так, что у нас тут? Убеждение, само собой. Хотя не. Ща. Компьютер, ремонт, систем. Блин, ну вот. Это хреново. Не, погоди. Это что? Допустим, если у меня будет вот одна единичка хотя бы. Хотя ладно. Отменно. Назад. Так, пофиг. Не буду левые навыки качать, которые слишком много очков займут, да? А, вот же ж можно как. Точно. В принципе. Да, давай пока. Не. Ну так вот, окей. Силы. Понеслась. Нифига. Да, ну конечно сила у меня уходит нормально так. Ёпля. Чё? Секунду. Поехали. Так, тут у нас пусто, тут у нас еще один дроид, да? Не знаю, смысл тратить на них силу вообще. И гранаты, если можно добежать и убить так. Так, я что-то активировал, да? Beyond this door, someone yet lives. Be mindful. His thoughts are difficult to read. But you have nothing to fear from this one. Как скажешь.
Nice outfit. What, you miners change regulation uniform while I've been in here? Ты шутник. Много болтаешь. У тебя есть имя? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. И как же ты там очутился? Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. Знаешь, что тут случилось? You mean before or after that Jedi showed up? Either way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. But the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion, and then I was sitting here for a long time, waiting for some half-naked miner to show up and ask a bunch of questions. Так за джедаев дают вознаграждение. Вознаграждение почему? Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Так а что случилось с джедаями? The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Что повлекли за собой мандалорские войны? Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been? Что случилось с Реваном и Малаком? Ну, это мы знаем. Well, I wasn't there, but like all Sith, Revan and Malak turned on each other. After they turned on the Jedi, of course. Я знаю то, что Реван спас джедаев и Республику. I guess. There's rumors all over space about it. All I heard was Revan returned to pay Malak back for trying to kill her in the first place. You know women. Вообще-то Реван был мужчиной, а не женщиной. Maybe you're right. Maybe I just hoped Revan was a woman. Да. Так а что тут произошло? Look, no offense or anything, but your weird half-naked interrogation isn't my idea. Hey, wait a minute. You're that Jedi the miners were talking about. Where is everybody? Разве ты не знаешь, что с ним случилось? From my beautiful view in this security cage? Look, I heard some explosions, some emergency alarms, some toxic gas pouring out of the vents. Maybe none of them survived whatever happened. And if they're all gone... Look, hey, let me out and I can help you. I can. I've gotten out of trouble countless times. Что насчет твоего плана? This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this cell security field and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship and then we fly out of here. Ну окей, как скажешь. Great. Now to business. Let's get to the command console. Погнали. Alright, here we are. Now this console is set on automatic hail. You may have heard it when you came in. The asteroid drift charts are constantly being updated, so it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here, and suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure Pazak. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown, and... Hey! Что случилось? This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. Это будет нестандартной процедурой при аварийной блокировке. No. Someone tried to lock down this whole level tight, and leave us here. Trapped.
Должен быть какой-то выход снять блокировку отсюда. I doubt it. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Мы можем связаться с шахтерами? We could try. But if the miners were trying to trap you up here and probably kill you, why not call them and chat? I don't think a friendly call is going to wake them up. Ну, ладно, может быть, если что-нибудь в терминале, что может дать нам некоторые ответы? Be my guest. Not much else we can do. The com's all yours. Tracked at the freighter in. Was lucky it wasn't destroyed when it drifted into the asteroid field. Not much on board. One damaged droid, one annoying protocol droid, and a lot of bodies. Sent the survivor to medical and the others to the morgue. Didn't recognize the ship's ID code, so we transmitted it to the Republic for some answers. Questioned the protocol droid about what happened. Says his master, the survivor, I guess, was on the Republic ship the Harbinger when it suffered an engine failure. He says the survivor was a passenger on the vessel and a Jedi. If so, that's gonna mean true. Inventoried the bodies and cargo. Everything matches the protocol droid's story. The T3 droid had seized up, so we left it in storage in standby mode. Don't know what code will access it. It could be it's voice activated for all we know. We put the protocol droid to work in maintenance, sorting the mining droid comm routines and updating the recognition sensors. Man, to shut him up. When the survivor recovers, hopefully we can get him off this station before there's trouble between the work shifts. Word of the Jedi leaked out and the miners aren't sure what to do with him. KOTOR's mining crew wanted us to collect the creds for the bounty the Exchange has on Jedi, but I put a stop to that. We're contacting Telos to get the Republic records on the Jedi, but nobody will know a word from the Republic. But I've sent out a broadcom transmission for records on this Ebon Hawk. One of the miners said it used to be a smuggling vessel. Accidents are making the miners restless. The droid behavior course must be undergoing some kind of binary decay. 2 miners were drilled by a droid's mining laser, and those blasts in the ventilation tunnels nearly caused the whole facility to blow. Есть кто-нибудь? О, привет. Ты как там? Мы заперты на административном уровне. Можешь разблокировать турболифты? Думаю, это да. Короче, попытайся найти выход, а? Просто сделай. Окей. Молодец. Так, у меня что-то для тебя было. А куда делись? Огнемет же у меня был. Ну-ка. Понял. Мина нужна. Тут, в принципе, есть 2 выхода. Можно проверить тут все, либо пойти сразу взломать компьютер. Но мы проверим тут все. До свидания. Да ёп. Да, так уже лучше.
Лови. Очистил топливные линии, но я нашел 3 звуковых заряда, прикрепленных внутри. Я проверил рабочие журналы. В этой зоне были только дроиды. Я пытался связаться с безопасностью. Как только обнаружил взрывчатку, но кажется, сигнал не проходит. Я удалил радиодетонаторы, и я оставлю взрывчатку у себя, пока я не смогу положить ее в безопасное место. То есть сейчас тут вроде еще полезу. Идти со щитами. Я тоже так могу. Ну-ка. Но у них только ближний бой. Так, вон эта фигня андроида, она снимает щиты. Будем знать. А тут сейчас будет наш старый друг. Фиди, здорово. Ну, отъездил свой. Так, огнемет мне тут не пригодится. Тут большинство противников дроиды. Кардиостимулятор. Спасибо. Да, и вот тут есть одна еще вещичка, которая не особо продумана. Не в смысле здесь на карте, где-то в общем, в игре. Ну, не знаю, пока я не буду ничего говорить. Понятно. A lot of cargo from the Jedi's freighter is being stored in the secure cargo hold until we can pass it through the quarantine checks. And as requested, all the programming spikes the security officers wanted confiscated have been stored there as well, to prevent further system compromises. The secure cargo hold should be safe enough. If anybody wants to break into it, they'd have to blow it open with explosives. Это я уже сделал. Who ordered the mining droids to repair that Jedi's freighter? I come in here off the work shift and 3 of them are repairing the port stabilizers? Did I miss something? Is somebody planning a trip? Because orders were that the hangar was to be locked down ever since that Jedi arrived. I don't know what maintenance is up to, but you can't just commission droids for repairs, especially with half the work shifts in medbay. Those droids are needed to repair the ventilation tunnels before gas builds up to terminal levels. It's not like that ship can go anywhere anyway. Even if it had the asteroid orbital drift charts, the navicomputer's been voice-locked. You'd need the access code to get it spaceworthy. Considering this latest droid commission breach, I'm putting the droids in this section under the control of the current dock officer. If anyone sends commands to the mining droids outside this terminal, I'll be forced to enact full override. Looks like those droids got the vessel working again, even with all the damage it had taken. The maintenance officer still won't admit ordering them to fix it, though. Regardless, still no luck accessing the navicomputer. It's been voice-locked, maybe by one of the corpses we found on the ship, like the old woman. If so, that ship isn't going anywhere, unless we rip out the navicomputer and put in a new one. If we even had one to spare. The only reason someone would lock their navicomputer is to hide their astrogation charts. Someone didn't want us to know where that ship was going, or where it had been. Only smugglers do that, or someone with something to hide. That Jedi's got a lot of questions to answer. Ну мы-то
знаем, где был этот корабль, правильно? Так, вон там андроиды. Да, но только я говорил то, что на Ибанхуте был HQ-47, но я вспомнил то, что это не он. Ну, не совсем. Это другая модель. Тоже как бы дроид-убийца. Но это не наш старый товарищ. Его мы встретим чуть позже, насколько я помню. Ну, здрасте. До свидания. Блин, а эта штука неплохая. Главное ей попадать бы еще, да? Так, тут я ничего не сделаю, по-моему. Ну да, взламывать энергетическое поле это как-то странно. Так, сохранись. Что там было? So is that stupid droid of yours gonna come through or not? Дай ему еще немного времени. Well, I'm beginning to think I was a little better off in my... Hey, what do you know? A little cargo cylinder came through. Посмотрим, я не верю, что мы уже выбрались. If he got the turbo lifts working, then we should have a clear run to the hangar. Турболифты заблокированы вручную, поэтому я сказал ему открыть аварийный люк. Wait. Don't tell me you're taking that hatch down into the mining tunnels. Are you? That explosion I heard came from below. There's probably nothing down there except superheated rock and collapsed blast tunnels. You'd be an idiot to go down there. Если в туннелях так опасно, тогда ты туда идешь, а не я. Me? You're the Jedi. If one of us has to go, then it's you. Guardians of peace and justice throughout the galaxy, last I heard. Закон джедаев неприменим к падшему джедаям, поэтому не зли меня еще больше, понял? There's no way I'm going down there. You might as well lock me up again if you freed me just to throw me into a nest of gundarks. Ну и хрен с тобой. I'll take coward over stupid any day. I'll keep the comlink on just in case you need some help. Not that I'll come running, mind you. Так, ладно. Давайте мы на этом все-таки на сегодня закончим. Вот такое вот начало, вот такая вот игрушка, вот такое вот продолжение, да. А продолжим мы, как всегда, в следующий раз. А на этом все, дорогие друзья. Вы пока что можете подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео, если оно вам понравилось, посмотреть любое другое видео на моем канале. В общем, всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.